Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Да, здравствуйте, здравствуйте. США монополизирует нефтегазовый рынок Европы, рекордно нарастив экспорт СПГ, а к берегам США движется сотни пустых нефтетанкеров. Александр, Трамп всех переиграл или не очень? Ну, давайте про нефтетанкеры. Да, Трамп всех переиграл и уничтожил, поэтому добыча нефти в Соединенных Штатах за первый квартал, если мы берем пороговые значения, с которых год стартовал, и смотрим, на каких значениях закончился первый квартал и начался второй квартал, мы заметим, что добыча нефти, сырой нефти, в Соединенных Штатах несколько сократилась, где-то с 13,8 до чуть менее 13,6 миллиона баррелей в сутки. Тут, кстати, стоит заметить, что когда в России сокращение на 200 тысяч баррелей происходит, то это все, все плохо очень у российской нефтедобычи. А когда у американской нефтедобычи сокращение на 200 тысяч баррелей за квартал, да и нормально. Ну, подумаешь, они скоро нагонят, они скоро усилят, они скоро поднажмут. Может быть. Ну, кстати, я не сбрасываю со счетов такую возможность, что они скоро усилят, поднажмут и все такое прочее. Но на данный момент все эти многочисленные европейские, ой, прошу прощения, американские нефтегазовые компании занимаются следующим. Они выплачивают дивиденды и расплачиваются с банками. Они пытаются максимально воспользоваться этой ситуацией, которая сложилась сегодня, с тем, чтобы, максимизировав прибыль, ну, потому что нефть просто подорожала, поэтому ее можно дороже продать. Вот. Они пытаются воспользоваться этим, чтобы, ну, больше денег заплатить инвесторам, больше денег заплатить своим акционерам и максимально быстро расплатиться с банками, потому что такого счастья может в будущем уже не быть. Никто не рассматривает текущую ситуацию как ситуацию долгосрочную. То есть, более того, сам Трамп мешает американским нефтяникам сделать однозначный выбор в пользу того, чтобы детка бурила, бурила, бурила. Потому как он же говорит: ребята, да мы уже победили, мы уже закончили, у нас переговоры, мы все, Армузский пролив открыт, а мы его тоже сами закроем, но это поможет его открыть. В общем, вот эти вот все замечательные заявления, которые Дональд Трамп делает, и общее настроение, которое он пытается создавать, это настроение, мол, ребята, ну не сегодня, завтра все завершится, поэтому нет, высокие цены на энергоносители скоро исчезнут. Скоро энергоносители подешевеют. И по-другому руководство США говорить не может, потому что высокие цены на энергоносители с точки зрения внутренней американской политики означает, что простой американец начинает платить больше, притом, если так дела пойдут, то больше в 2 раза, а это ну вообще непозволительно, за бензин. Бензина американцы потребляют 9 миллионов баррелей в сутки. 9 миллионов баррелей в сутки, дорогие друзья, это умопомрачительный объем. Сколько тех американцев и сколько бензина они потребляют. Ну, это, кстати, говорит о том, что потенциал сокращения, потенциал экономии у них довольно высок. Однако, это другая тема. Так вот, нужно говорить: ребят, это временно, это ненадолго. Когда пойдете на выборы, вы забудьте о том, что сейчас вы платите много. Вы, ну, думайте о том, что вы скоро будете платить мало. Вот, и таким образом руководство Соединенных Штатов говорит своим нефтяникам, что капитальные затраты сейчас максимизировать не надо. Вы чего? Вы сейчас вложите деньги в развитие добычи. Ну, вы и так вкладываете деньги в развитие добычи, но так вы начнете вкладывать еще больше, чтобы еще больше добывать. Ну, во-первых, когда вы там увеличите эту добычу? Ну, через год хотя бы. А это, ну, как бы срок довольно большой. Неизвестно, сколько вы там будете, сколько вы сможете реализовать этой самой нефти. Может, избыток предложения на рынке будет. Притом такой избыток предложения, что вы вложите сейчас, исходя из текущих цен, предполагая, что, ну ладно, я буду тратить там 60-70 долларов на извлечение одного барреля, но продать этот баррель я смогу за 100, 120, 130 долларов. А значит, буду в плюсе. А нет, к моменту, когда вы эти баррели получите, нефть уже сама будет стоить там 60-70 долларов. И вот вы извлекаете каждый этот баррель и теряете деньги, извлекаете и теряете. Почему извлекаете и теряете? Ведь получается выходит в ноль. Так потому что мало извлечь, надо еще доставить, подготовить, доставить до конечного потребителя. И хорошо, если этот конечный потребитель на территории США. А ведь может так получиться, что этот баррель надо будет доставлять до кого-то, кто находится за рубежом, а это еще дороже. Это транспортные расходы, это страхование, это финансовые всякие там услуги, это, собственно говоря, фрахт.
Вот. Это одна сторона вопроса. То есть, почему детка не торопится бурить? Потому что руководство США говорит, не надо, не надо, не надо. Тихо, 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 тихо. Не надо вот это все. Лучше вот сейчас заработайте и все, и не надо. Спокойно. Что касается СПГ. Да, про СПГ тут прошли по нашим телеграм-каналам со ссылкой на Reuters, прошли замечания, что американские компании увеличили производство сжиженного природного газа на объем больший, чем было сокращение поставок из Катара. Типа, ну, смотрите, ну, все, заместили. Более того, на 28% увеличивают производство. 32 миллиона тонн в этом за первые 4 месяца отправят на зарубежные рынки. Это рекордный объем. Все так. Это правда. Да, действительно отправят рекордный объем. В общем-то, как и ожидалось. То есть, если в прошлом году где-то 154-159 миллиардов, я, если позволите, дальше в миллиардах кубов буду говорить, если что, миллионы тонн можно перевести в миллиарды кубов, умножив на 1,38. Вот 32 умножайте на 1,38 и получаете миллиарды кубических метров. Дальше в миллиардах кубов. Так вот, в прошлом году Соединенные Штаты Америки экспортировали где-то 154-159 миллиардов кубических метров в сжиженном виде. Вообще суммарный экспорт газа был больше, но там еще есть поставки по трубе в Мексику. Так вот, а в виде СПГ экспорт был вот такой, довольно крупный. В этом году дополнительные объемы, которые технически могут быть вброшены на рынок, составляют примерно 30 миллиардов кубов, если мы округлим. Это из Соединенных Штатов. Суммарно ожидалось, что суммарные дополнительные поставки от всех производителей, то есть не только Штата, а вообще все, составит где-то 40 миллиардов кубов. Это Международное энергетическое агентство еще в начале марта такого рода прогнозы публиковало, исходя из своих подсчетов, которые относились к периоду, вот, к февралю. Ну, то есть за февраль они подсчеты производили, и вот в марте результаты этих подсчетов публиковали. То есть в текущем году поставки газа из Соединенных Штатов Америки могут достичь примерно 190 миллиардов кубических метров. Ну, если мы вот исходим из 159, которые были в прошлом году, добавляем 30, ну вот где-то 197. Смотрите, это нам дает в миллиардах кубов около 16 миллиардов кубических метров в месяц. Вот. Как это соотносится с теми 7 миллионами тонн, какими-то еще миллионами тонн? Ну, 7 миллионов тонн, это если округлить, это около 10 миллиардов кубических метров. Там, конечно, подсчеты те еще, если честно. Вот, это, знаете, люди путают подсчеты за 4 месяца, путают их с сокращением поставок за 1 месяц из Катара, потом начинают уже путаться в тех 17%, о которых Катар сказал, что вот эти объемы у нас выбиты. Давайте о Катаре немножечко поговорим, чтобы финализировать вот эту часть. Катар экспортирует за год до 110 миллиардов кубических метров в виде СПГ. Ну, то есть месячные поставки получается чуть менее 10 миллиардов кубических метров. Ну, понятно. Хорошо, 11,5, если прям так вот. Давайте, между 11,5 и вот этими... Ой, прошу прощения, чуть было вас не начал запутывать, запутавшись сам. Так вот, около 110 миллиардов кубов они за год они экспортируют, соответственно, это менее 10 миллиардов кубических метров за месяц. Ну, там, 9,5, можем сказать, вот за месяц они экспортируют. А с учетом тех объемов, которые уже прошли Ормузский пролив, ну, смогли проскочить до его перекрытия, и те, которые уже успели поступить на мировые рынки, сокращение поставок из Катара, по сути, оказалось меньше вот этого месячного объема. Просто потому, что, еще раз, газ, произведенный где-то в феврале и в самом-самом начале марта, успел проскочить Ормузский пролив, и вот последние объемы где-то в начале апреля дошли до покупателей. Но в апреле новых поставок нету. Им просто неоткуда взяться. Более того, в течение марта суда не проходили Ормузский пролив. И
И вот если мы сопоставим те объемы сжиженного природного газа, которые Америка поставила на мировой рынок за первые 4 месяца, с тем объемом, который выпал с учетом вот этих вот объемов, которые уже проскочили Ормузский пролив, а потом все. Вот если мы это все сопоставим, то получится, что дополнительные объемы из Соединенных Штатов были чуть-чуть, но больше тех объемов, которые вот мировой рынок не досчитался. Какой смысл в этих подсчетах? Никакого. Ну, никакого по довольно банальной причине. А, Если, ну точнее как, в них был бы смысл, притом даже оптимистичный смысл для рынка, если бы в данный момент, когда мы записываем этот ролик, уже новые объемы СПГ из Катара шли на мировой рынок. А они не идут. И чем дальше, тем больше будет разрыв между дополнительными объемами, которые пошли на рынок, и теми объемами, которых рынку не хватает. То есть, если мы, ну вот, если бы сейчас объемы пошли, то мы могли бы сказать, как здорово. Меры по экономии газа, низкий период низкого спроса, ну вот межсезонье, между зимой и летом, который сейчас наблюдается, помогли справиться с дефицитом, особенно за счет того, что дополнительные объемы пошли из США. Кстати, а как они пошли? Они пошли не только за счет новых производств, которые, ну, как бы вот стали запускаться, но и за счет того, что на максимум работали действовавшие производства. А это, в свою очередь, означает, что максимально возможно посторонние компании по отношению к США, посторонние, забегали на внутренний американский рынок и выгребали все доступные объемы газа и увозили в неизвестном направлении. Только потом можно, так вы в Китай привезли. Нет, в Китай вы не привезли, вы плыли в Китай, там заградительные пошлины. Куда вы? В Европу поплыли, как здорово. Вы даже не стали плыть в Китай, вы сразу в Европу завернули. Понятно, пишем экспорт в Европу, смотрим куда, в Италию, в Испанию, в Португалию, Бельгию и так далее. И всякие Великобритании, Польши и, может быть, даже до Литвы что-то дойдет. И во Францию, конечно. Возвращаемся в Соединенные Штаты. То есть сейчас грузы не поступают, объем годовой нехватки составляет порядка 110 миллиардов кубов. Из этих, этот объем частично будет парирован поставками из США и там ряда других направлений, которые в сумме дадут где-то 33 миллиарда кубических метров. То есть в сумме еще 7 миллиардов должен был дать Катар дополнительных поставок. Катар, скорее всего, не сможет дать эти дополнительные объемы. То есть каждый месяц это дополнительный дефицит. Каждый месяц это дополнительные недопоставленные объемы. И те дополнительные 28% мощностей, которые появились в Соединенных Штатах, не решают эту проблему. И не могут решить. Более того, никто даже не рассчитывал на то, что эти объемы в текущих условиях помогут как-то с ситуацией справиться. Они могли бы помочь справиться с ситуацией, если бы сейчас конфликт закончился. Но если он продолжается дальше, если он длится в течение мая, если он захватывает лето, то избежать острого дефицита газа уже невозможно. То есть вы либо сокращаете спрос, а это тоже некое следствие острого дефицита, это не от хорошей жизни вы сокращаете спрос, либо вы начинаете переплачивать. Опять же, может быть, мы вот сейчас видео запишем, а вы из будущего нам напишите в комментарии, что вот пока вы записывали, уже все обо всем договорились, и СПГ из Катара пошел. Тогда окей. Тогда, если дефицит и будет, то он будет очень легким. Легким и даже местами незначительным. То есть какие-то колебания будут, там 500-600 долларов за 1000 кубов мы будем наблюдать, но это в моменте и в отдельных каких-то ситуациях. Но если нет, если поставки из Катара все так же не будут идти, то это считайте, 9,5 миллиардов кубических метров газа в месяц. Не досчитался мировой рынок. Мировой рынок не досчитался. Если это все захватывает лето, то ай-яй-яй. Дефицит уже просто нечем будет парировать, кроме как сокращая спрос. Но опять же, мы об этом поговорим подробнее как-нибудь в другой раз. Опять же, текущая ситуация не дает нам возможности полностью избежать разговора ни про Ормузский пролив, ни про крупных производителей энергоресурсов, которые либо должны помочь справиться с дефицитом, либо должны нажиться на этом дефиците. В общем, на этом все. Всего хорошего.
Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на нас в Макс. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.